дорогие гости моего канала, влюбленные и любимые, а также те, кто стремится к любви и надеется на встречу с этим прекрасным ощущением жизни. Приветствую вас на канале психолога Юрия Томина «Классики любви. Популярная психология любви и брака». В предыдущем видео мы побывали у истоков любви, где происходит выбор партнера, посмотрели на магию влюбленности и испытали чары роковой красоты, а также оценили прелести и опасности различных путей зарождения нежных чувств. В этой 7-й мини-лекции мы решили сделать привал и поразмышлять о свойствах и глубинных потенциалах тех, кто, собственно говоря, получает и переживает любовь. Здесь мы рассмотрим первые 2 блока вопросов: симметрия любви, куртуазная любовь. Начнем с размышлений над следующим вопросом. Одинаковым ли образом испытывают любовь мужчина и женщина? И если любовь несимметрична, то в чем состоит это отличие? И в дополнение к этому вопросу напомним себе кружевное стихотворение Владимира Набокова. «Мой друг, я искренне жалею того, кто в тайной слепоте, пройдя всю длинную аллею, не мог приметить на листе сеть изумительную жилок и точки желтых бугорков и след зазубренный от пилок голуборогих червяков». Итак, поговорим о мужской и женской ролях в любви. В романтической литературе, как художественного, так и философского разряда, вплоть до недавнего времени, вопрос о том, кто является действительным субъектом любви, был неактуален и лишь изредка встречался на периферии размышлений о любви. Естественным и подразумеваемо полным ответом был такой: мужчина и женщина. Иными словами, 2 индивида разного пола. Но согласившись с этим вполне очевидным фактом действительности, следует задаться другим вопросом. Отличается ли любовь мужчины от любви женщины? Влияют ли половые различия на влечение, нежные чувства, желания, удовольствия и другие наполнения любви? Иными словами, насколько симметричны чувства, которые испытывают в любви мужчина и женщина? Для ответа на этот вопрос обратимся сначала к тому, как определяются сами половые различия. Симметрия любви. Отличие 2 внутривидовых противоположностей Homo sapiens обнаруживают в основном среди их биолого-физиологических и психологических характеристик. В первом случае описывается то, чем нас наделила природа. Во втором фиксируются характерные черты поведения, эмоциональных реакций, стиля мышления, социальных ролей и других паттернов человеческой жизнедеятельности. В обоснование психологических различий между мужчиной и женщиной приводятся главным образом историко-антропологические аргументы. Например, откатившись в машине времени на несколько миллионов лет назад и включив бурное воображение, можно утверждать, что мужчина бегал за мамонтами и заработал привычку смотреть вдаль, а женщина сидела с детьми у очага и контролировала много событий вблизи. Нельзя не признать, что некоторые цепочки рассуждений такого рода звучат вполне убедительно. Однако, рассматривая выводы, полученные в логике эволюционной теории, порой обнаруживаешь в них подспудную, а быть может и явную иронию автора. Так психолог Эрик Берн исходит из того, что сексуальность должна быть в числе тех качеств, которые культивируются естественным отбором, и делает вывод, что Homo sapiens становился все более и более сексуальным, так что в настоящее время он крайне похотлив, сластолюбив и сладострастен. Вообразите-ка себе,
продолжение тенденции этой линии естественного отбора. Различие мужчины и женщины по биолого-физиологическим характеристикам связано с их ролью в продолжении рода, заданной библейским призывом «Плодитесь и размножайтесь». Между тем здесь, вернее там, в древнем тексте, есть свои тонкости. Знатоки утверждают, что эта заповедь относится лишь к первому воплощению человека в виде самца и самки. Затем был создан муж с душею живою и женщина как его помощница. Значит, если мы хотим понять роли мужчины и женщины в отношениях любви, то мы не можем основываться лишь на их природных половых и приобретенных психологических признаках. Похоже, если мы действительно хотим попытаться обнаружить начало, лежащее в основе различия между мужчиной и женщиной, нам придется углубиться в вопрос о духовной и метафизической составляющей индивидов мужского и женского пола. А есть ли у женщины душа? Слава Богу, да. В 585 году, согласно преданиям, мужчины христианского вероисповедания на Маконском соборе обсуждали вопрос о том, является ли женщина человеком, и постановили, что у женщины есть душа. По легенде, вопрос был решен положительно с перевесом в один голос. По другой версии, собор даже отказал женщине в наличии души, в связи с чем за ним закрепился ярлык женоненавистнического. Все же давайте начнем с мужчины. Об этом сложном предмете справимся у традиционалиста Александра Дугина. Бытовое слово «муж», в смысле брачный партнер, заслоняет его первичные глубинные образы. В старославянском слове «муж» заложены три смысловые линии. Муж как человеческий архетип, неразличимый по полу. Муж как супруг, то есть сопряженный и обращенный к женскому началу в лице индивида противоположного пола. И муж как мыслящий субъект, познающий и упорядочивающий реальность. Кроме того, можно вслед за каббалистами утверждать, что мужчине присуще смыслообразующее световое начало, и объяснение этому кроется в том, что на иврите одно из имен Бога и слово «мужчина» совпадают. Что касается женщины, то ее духовная природа связана с материальной субстанцией вещей, которая взаимодействует с формообразующим мужским началом. Поэтому, заключает Александр Дугин, непреодолимое влечение, изначальное эротическое движение, которое лежит в основе любви, имеет свои глубинные истоки в хитросплетении и полилоге различных уровней бытия, наполняющих бездну, разверстую между полюсами половой метафизики. В чем же выражаются фундаментальные различия этих полюсов, глубинных истоков мужского и женского в любви? С помощью Ортеги и Гассета приведем пару житейских примеров, но без строгих доказательств. По сравнению с концентрической структурой женской души, внутренний мир мужчины всегда имеет несколько эпицентров: политика, коммерция, интеллектуальные интересы, плотские удовольствия. А сей заинтересованности множество. Влюбленной женщине то и дело кажется, что мужчина, которого она любит, не весь ей принадлежит. Совестливого мужчину не раз приводила в смущение его неспособность к полной отдаче, к максимализму в любви, на который способна женщина. Для мужчины куда более притягательно все необыкновенное. Он, если не живет, то грезит приключениями и переменами, ситуациями критическими, неординарными, непростыми.
Женщина, в противоположность ему, испытывает необъяснимое наслаждение от повседневности. Она уютно устроилась в мире укоренившихся привычек и всеми силами будет обращать сегодня во вчера. Кому-то будут близки эти и аналогичные будничные зарисовки разнонаправленных векторов любви, а кто-то выразит протест против навешивания ярлыков мужского и женского на отношения любви и будет в своем роде абсолютно прав. Дело в том, что там, наверху, кто-то слегка перепутал, а быть может, так и было изначально задумано. Но в особи мужского пола есть частичка женской души, и наоборот. Основатель аналитической психологии Карл Густав Юнг считал, что каждый мужчина с давних времен носит в себе образ женщины, который является бессознательной, восходящей к древности и запечатленной в живой системе наследственной массой, архетипом всех переживаний многих поколений предков, связанных с женским существом. Женщины тоже имеют врожденный образ мужчины. Эти и другие соображения, которые мы еще приведем, вынуждают нас признать, что мы имеем дело с более сложной конструкцией носителей любви, чем два индивида разного пола. Для того, чтобы отобразить многоплановый аспект половых различий, принято использовать понятие «гендер», которое связывается с набором качеств мужественности или женственности у того или иного представителя рода разумных людей. Иными словами, точнее будет говорить о наличии в любви свойств женственности и мужественности, а их распределение между партнерами зависит от личностных качеств влюбленных и обстоятельств отдельной любовной истории. Тогда попробуем разобраться, в чем состоят чисто мужские и чисто женские качества любовных переживаний, в надежде, что это поможет нам приблизиться к пониманию одной из самых беспокойных и мучительных тайн любви, сокрытых в призрачной фигуре неподкупной феи взаимности. Будем надеяться, что наши умозаключения будут не столь драматичны, чем те, что выразила в любовной записке Дон Жуану героиня поэмы Джорджа Гордона Байрона. В судьбе мужчин любовь не основное. Для женщины любовь и жизнь одно. Сейчас мы переместимся на 1000 лет назад, чтобы полюбоваться куртуазной любовью и поразмышлять над ее уроками. Куртуазная любовь. В живой истории любви есть свой золотой век, когда лучшие умы эпохи создавали правила истинной любви, а благородные дамы и рыцари добросовестно следовали этим правилам. Возможно, здесь, в своем исконном, чистом и прозрачном виде, насколько это правдоподобно в реальной жизни, можно обнаружить все качества подлинной любви, а значит и подлинные роли участвующих в ней мужчин и женщин. Отправимся ко двору какого-нибудь графа, скажем, Шампани, или, как это весьма популярно среди влюбленных пар и нынче, в средневековый Прованс, и приглядимся к царящим там нравам куртуазной любви. Выберем в качестве путеводителя трактат о любви в 3 книгах Андрея Капеллана. Ага, вот интересно. Решение суда любви. Читаем. Был некий рыцарь, ни единой мужской доблестью не отмеченный и оттого всеми дамами отвергаемый в любви. Но вот стал он у некоторой госпожи домогаться любви с такой назойливостью, что она ущедрила его
обещанием любви своей. И так эта госпожа подобающими наставлениями утвердила его во благонравии, одаряя его даже лобызаниями и объятиями, что через нее означенный любовник достигнул высочайших вершин добронравия и стяжал хвалу за всяческую доблесть. А утвердившись крепчайшим образцом добронравия и украсившись всеми достоинствами вежества, он был настоятельнейше приглашен к любви некоторой другою дамою, всецело предался в покорности ее воле, а щедроты прежней госпожи своей оставил в забвении. По сему случаю решение было дано графинею Фландерскую. Сказала она так: «Бессомненно, всеми будет одобрено, если прежняя любовница своего любовника истребует из объятий всякой иной женщины, ибо никто, как она, усердием трудов своих возвела его из негожества к высочайшей выси доблести и вежества. Ибо по справедливости и разуму имеет дама право на мужчину, которого умом своим и усердием в трудах из бездоблестного сделала она доблестным и отменным в добронравии». Каким же волшебным образом дама могла неприглядного мужчину обратить в готовый на расхват высокий образчик рыцарского достоинства? Неужели обещания любви так подействовали на бедного рыцаря, что он превзошел себя? Похоже, тут более замысловатые причины. Начнем разбираться по порядку. Изучим правила любви, которые, как сообщает Андрей Капеллан, оглашены царем любви для рыцарей короля Артура. Занимательно, но правила похожи лишь внешний контур безопасности истинной любви. Судите сами. Например, супружество не есть причина к отказу в любви. Мужской пол к любви не вхож до полной зрелости. Истинный любовник ничьих не возжелает объятий, кроме солюбовных ему. Любовь разглашенная редко долговечна. Новая любовь старую гонит. Любовь любви ни в чем не отказывает. Кого безмерное томит сладострастие, тот не умеет любить. Похоже, к путеводителю нужно поискать переводчика, желательно специалиста по средним векам. Вот что можно почерпнуть у французского историка-медиевиста Жоржа Дюби о модели куртуазной любви. В центре ее находится замужняя женщина, дама. Мужчина отдает себя, свою свободу в дар избраннице. Если она позволила себе увлечься словами, принимает его, она более не свободна, так как по законам того общества никакой дар не может оставаться без вознаграждения. Однако дама не может располагать своим телом по своему усмотрению, оно принадлежит ее мужу. Рыцарю, пускавшемуся в любовное приключение, надлежало быть осторожным и строго соблюдать тайну. Ритуал предписывал женщине уступить, но не сразу, а шаг за шагом, умножая дозволенные ласки, с тем, чтобы еще больше разжечь желание почитателя. Удовольствие таким образом заключалось не столько в удовлетворении желания, сколько в ожидании. В этом истинная природа куртуазной любви, которая реализуется в сфере воображаемого и в области игры. Значит, главный привод утонченной любви сводится, как бы сказали психоаналитики, к сублимации страстного желания. Поскольку в истинной любви страсть проистекает исключительно
как подчеркивал Андрей Капеллан, из неумеренного помышления, иными словами, богатых романтических фантазий, становится понятным, что такой высокий энергетический заряд, направленный прекрасной дамой в нужное русло, действительно может творить чудеса. В наковальне вежливой любви рыцари, как описывает Жорж Дюби, осваивали самоотречение, преданность, самоотверженность в служении. Мужчине надлежало быть смелым и развивать присущие ему добродетели. Любовная игра также служила воспитанию и душевному совершенствованию женщин. Им следовало учиться держать себя в руках, владеть своими чувствами, бороться со своими недостатками, легкомыслием, лицемерием, чрезмерным вожделением. Однако огранка куртуазной любовью не сводилась лишь к смирению плотских желаний и питанию манной небесною. В это золотое время любви расцвело поклонение красоте не только телесной, в первую очередь женской, но, несомненно, и другим ее воплощениям. Нам трудно оценить, как осваивали эти уроки куртуазной любви сами рыцари, а современные им философы отводили природе красоты решающую роль в порождении истинной любви. Основатель Платоновской академии Марсилио Фичино, комментируя диалоги Платона о любви, говорит, что внешняя красота есть порождение внутреннего совершенства. При этом красота души состоит в нравственных и интеллектуальных добродетелях, поскольку душа, в свою очередь, есть проявление божественного облика. Вместе с тем, как убедительно показывает Джованни Пико делла Мирандола, влюбленность в земную красоту не означает автоматического приобщения к красоте небесной. Он считает неразумным поведение тех людей, кто движим только чувством и считает, что красота проистекает от тела, в которое она воплощена. Действительно, ведь тело увядает, а с ним разрушается и земная красота. Лишь обращение к идеальной красоте другого человека зажигает в душе образ небесной любви, которую можно назвать любовью совершенной человеческой природы. Но хотя в интеллекте каждого человека вечно живет небесная любовь, лишь немногие пользуются ею. Это доступно только тем, уточняет Пико, кто постоянно пребывает в состоянии возвышенности разума. Непростая задача для средневековых, а впрочем и современных рыцарей. Завершая путешествие в золотой век любви, в поисках ее идеальных мужественных и женственных качеств, обратимся к роману о Розе, начатому Гийомом де Ларисом, как описание полученного во сне божественного послания о рождении любви, и продолженному через 40 лет Жаном де Меном в виде комментариев к возможному реалистическому земному пути нежного чувства, распустившегося и благоухающего в дивном саду любви. Путь героя к любви начинается с тайной дверцы, позволяющей ему преодолеть стену человеческих пороков и проникнуть в мир беззаботности и веселого отдохновения. Последовательные этапы любовного служения героя, согласно специалисту по средневековой литературе Забабуровой, таковы: неясное томление, нежный взгляд, созерцание возлюбленной. За созерцанием идет жажда поцелуя, томящая героя. Поцелуй розы становится его первым любовным действием и одновременно его преступлением, за которое он изгнан из рая сада. Разлука с возлюбленной открывает муки любви. Следует отметить, что, отправляя героя в любовь, Амур не просто завладевает его сердцем, но также
дает необходимые наставления в любовных играх. Здесь и предупреждение от низости, подлости, злословия, гордыни, дерзости и напоминание о необходимости быть опрятным, щедрым, веселым, искусным в танцах, атлетичным, чистосердечным, преданным и понимающим ответственность любви. Во второй части романа о Розе герой следует лишь законам природы, отвергнув наставление дамы разум, которая не разрешала ему пройти к возлюбленной по кратчайшему пути. Найдя другую тайную тропу, он срывает цветок розы красной, но все изменяется, так же, как превращается в тыкву карета Золушки, и герой пробуждается. Из первой части романа о Розе. Среди бутонов я избрал цветок, что ярче всех пылал. Когда я на него смотрел, мне показалось, он олел один таким прекрасным светом. Природы чудо было это. Лучник Амур остановился, и, видя, как я вдохновился бутона ранней красотой, он зарядить оружие счел необходимым, и стрела сквозь сердце мне тотчас прошла. Из второй части романа о Розе. Я куст за талию схватил, как ивы ветвь он гибок был, с бутоном стебель в руку взял и потрясать тихонько стал. Хотел я стебель раскачать, чтобы бутон затем сорвать. Когда я в лепестки проник, хотел исследовать и дно я, бутона место потайное. Когда же я достал до дна, перемешались семена. Бутон по форме изменился, расширился и удлинился. В этом средневековом романе в образах страстей, чувств и обстоятельств представлены практически все основные участники любовной драмы. Возьмем их на заметку, чтобы в дальнейшем проследить, как менялись их роли и как они распределялись между мужественным и женственным полюсами театра любви в разные эпохи. Не знают любви. Слепая злоба, вероломство, низость, стяжательство, скупость, зависть, печаль, старость, ханжество, нищета. Стрелы Амура. Красота, простодушие, откровенность, учтивость, обаяние. Друзья любви. Беззаботность, отдохновение, радость, прекрасный прием, благородство, богатство, искренность, честь, надежность, щедрость, юность, ласка, жалость. Хранители любви. Целомудрие, застенчивость, боязливость. Болезни любви. Воздержание, личина, лицемерие, обман. Враги любви. Гордыня, низость, стыд, отчаяние, ревность, измена, злой язык. Противоречивые силы. Разум и природа. Поблагодарив куртуазную любовь за прекрасный прием, попытаемся ответить на вопрос, который повлек нас окунуться в столь галантное время. Каким образом половые различия структурировали отношения любви между полюсами мужественности и женственности? Не погрешив против истины, нам придется согласиться с тем, что женщина, как прекрасная дама, оказывала решающее влияние на становление мужчины, пестование его мужских рыцарских качеств, формирование благородного мужа. Но тогда мы вступаем в противоречие с глубинным различием половой метафизики, в соответствии с которым именно мужчине присуще формообразующее световое начало. По-видимому, причина этой коллизии лежит в том,
что созревание мужчины до ступени, когда он становится субъектом, упорядочивающим окружающую реальность, требует значительного времени. Тогда динамика половых ролей выглядит так. На первом этапе, на этапе становления мужчины, женщина, вольно или невольно, является руководителем процесса, а затем, почувствовав, что мужчина обрел собственную внутреннюю опору, ей следует передать ему бразды правления энергиями любви или, как образно говорил Платон, колесницей из теперь уже 4 разномастных коней. Конечно, если спуститься на грешную землю, то возникает много вопросов. Насколько развито у женщины внутреннее ощущение своей роли в формировании настоящего мужчины? Как долго и какими сложными путями будет идти становление мужчины? Не поддастся ли женщина искушению сохранить свою ведущую роль и злоупотребить влиянием на мужчину? Коснемся этих вопросов во второй части нашего путешествия, а пока обратимся к женским достоинствам и благородным качествам мужчин, как они проявляли себя и запечатлевались великими писателями и поэтами, знатоками человеческих душ. В следующей передаче мы продолжим разговор о носителях любви, мужчине и женщине, и рассмотрим следующие 2 темы: достоинство женщины и благородство мужчины. Любовь, что таит свое имя. Для того, чтобы сегодняшние новые мысли у вас улеглись и не прерывалось движение к цели, которую, надеюсь, вы для себя определили, присоединившись к нашим передачам, в свободное время подумайте над следующими вопросами. Каких качеств мужественности или женственности недостает современным мужчинам? А женщинам? Что из обычаев куртуазной любви вам бы хотелось возродить? Хочу вам пожелать удачи и удовольствия в прохождении наших курсов, а также любви. С вами был психолог Юрий Томин, автор книги «Атлас любви».